Привет! Вы на канале Даша Техник, и в этом видео мы обсудим китайские автомобили, а вернее их экспансию и влияние на российскую экономику. И как вы знаете, в 2022 году произошли некоторые события, после которых мировые автомобильные бренды покинули Российскую Федерацию. Но свято место пусто не бывает, и согласно закону рынка, пустующий спрос забрали себе китайские товарищи. В 2023 году меня удивили китайские пикапы, которыми предполагали вооружить российскую армию. На табличках они были обозначены как «Барсы», причем были представлены не просто пикапы в исходном виде, но и в качестве носителей специальной аппаратуры, а под брендом «Барс» легко распознать китайскую марку Great Wall. Пикап – очень распространенный и удобный тип автомобиля для армейских перевозок. И долгое время на вооружении армии России не было отечественного варианта такого автомобиля. Разве что УАЗик Бобик с натяжкой можно было бы назвать таковым. А в комментариях под моим видео о китайских пикапах на вооружении Российской Федерации многие резонно возмущались. До чего же мы дожили? Но давайте вспомним, какие существуют российские автомобили похожего класса. И тут вспоминается только УАЗ-пикап, который давно поставляется на службу вооруженных сил, и УАЗ-профи, который был замечен на нескольких видео в качестве носителя зенитного пулемета, некая боевая тачанка. И также существуют мелкосерийные переделки Нивы, но массовыми автомобили так и не стали. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Техник. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. И так что на первый взгляд кажется, что китайский автопром наоборот даже спасает Россию, закрывая ниши, где наша промышленность слаба, особенно в такой непростой исторический этап. И, кстати, китайское шасси даже пригодилось при постройке полевой скорой помощи. И она также была продемонстрирована на форуме «Армия-2023». Ближайший родственник этого автомобиля – это грузовой УАЗ или «Газель». Но, видимо, разработчики специального медицинского автомобиля предпочли китайское шасси. И, видимо, из-за дешевизны или удобства. А примеры службы китайских машин в нашей родине на этих ярких примерах не заканчиваются. На дорогах вы наверняка могли заметить автомобили со странным шильдиком ДПС, и нет, дорожно-постовая служба не обзавелась собственным автозаводом. Так маркируется китайский Хавал для специальных служб. А вот что значит HTS на шильдике Хавала в окраске МЧС, мне не совсем понятно. И, кстати, другой Хавал модели Дрога промаркировали как ДТС. И он уже стоит на учете с черными номерами и с 18-м регионом. Это обозначает, что автомобиль служит в МЧС. Смена значков – это не самодеятельность водителей. Ребрейдинг делают на машинах для силовых структур. Можно предположить, что ДТС – это Department of Technical Support. Соответствующее подразделение есть в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям. А разгадка шильдика HTS не совсем очевидна. А исконно русских кроссоверов такого класса в России не производится. Единственная альтернатива – это либо Лада Нива, либо же УАЗ Патриот. Но ходят слухи, что УАЗ завален заказами для нужд армии, и поэтому другим силовым структурам ничего не остается, как приобретать китайскую технику. А вот полицейский танк, и речь идет, конечно же, об автомобиле, хотя полицейские танки, конечно же, в природе встречаются. Был мной замечен без всяких переделок, и он был окрашен в соответствующую окраску и оснащен спецсигналами на крыше. И напоследок посмотрим на нашего старого знакомого. Это пикап Барс, который на самом деле Great Wall, и также он планируется к поставкам в подразделение МВД. И тут проблем нет. По документам автомобиль собран в России, и значит он спокойно может поступать на вооружение. И вроде бы все хорошо, и Китай нам пока что друг. Но во время подготовки этого видео я вспомнила, как на выставке трофеев российской армии в зоне СВО у меня есть кадры с китайскими дронами, которые активно используются против российских солдат. Так что тут просто бизнес и ничего личного. А я, тем не менее, хочу напомнить, кто создал или на худой конец помог созданию китайской промышленности буквально с нуля. Например, в экспозиции, посвященной Московскому автозаводу в музее Вадима Задорожного, есть яркий экспонат, повествующий об истории китайского автопрома. И это статуя, подаренная руководству ЗИЛу от благодарных китайцев. И вы можете увидеть эмблему ВАФ. Это первая китайская автомобильная компания, и первый ее автомобиль это был по сути ЗИЛ. А сейчас на дорогах нашей страны вместо новых ЗИЛков ездят новенькие ФАВ. И вот такая злая ирония. Может быть, если бы не уничтожили наше автомобилестроение и не надо было бы шильдики с надписью ДПС клеить на китайские Хавалы.
Ну а после этой яркой скульптуры хочется вспомнить про «Москвич-3», который, кстати, сейчас активно поступает на снабжение отечественных силовых органов. Если раньше ЗИЛы помогали выстраивать китайский автопром, то сейчас ровно наоборот. Китай вроде бы нам помогает возрождать нашу промышленность. А о том, что кроссоверы «Москвич-3» никому не нужны и их никто не покупает, наверное, не говорил только ленивый. Но тем не менее завод работает. На автомобиле ставят моторы, прикручивают колеса и подвеску и, конечно же, снабжают красивым красным шильдиком. Почему-то всех очень интересует вопрос, а что дальше? Ведь собрать автомобиль мало, нужно его кому-то продать. Вот только при существующих ценах, которые явно падать не собираются, покупка «Москвича-3» остается довольно проблематичной для большей части и без того сильно небогатого населения России. А выход всегда есть. Дело в том, что в нашей стране огромное количество государственных учреждений, которым автомобили нужны. А поскольку машина – это такая штука, что у нее есть определенный ресурс, то по прошествии которого ее необходимо списать и заменить на новую, то вот вам простое и гениальное решение. И почему-то вспоминается эпизод из книги Эдуарда Успенского про похождение дяди Федора, Шарика и кота Матроскина. Помните, когда почтальон Печкин интересуется, что лежит в посылке, то Матроскин отвечает: «Гуталин. Мой дядя работает на гуталиновой фабрике, и у него этого гуталина завались. Вот он и шлет его кому попало». Так и фактически хозяин завода, город Москва, в лице своих руководителей раздает москвичи всем подряд. Но как же влияет китайский автопром на российский? Китайские автомобильные бренды конкурируют не с отечественным автопромом, а с ушедшими из России марками. Ценовое позиционирование достаточно четкое. Китайские производители по целому ряду причин не создают проблем отечественным. И наоборот, ценовая граница между российской и китайской и епархиями авторынка сейчас установилась на уровне чуть выше 2 миллионов рублей. Сложившаяся ситуация взаимовыгодна. Китайские бренды поставляют в Россию высокомаржинальные кроссоверы среднего и верхнего среднего класса, которые заменяют ушедшие марки, а российский производитель отказывается от рискованной попытки конкурировать с китайскими фирмами на поле этих самых кроссоверов и электромобилей, да и шансы победить в этой конкуренции, будем честны, совсем невелики. Среди автомобилей, продающихся на внутреннем рынке Китайской Народной Республики, как и среди иранских, индийских и некоторых других марок, есть модели, способные успешно конкурировать с ладами начальной ценовой категории и даже надавить на этот рынок, снизив цены. Но официальные поставки таких авто на российский рынок не ведутся. А многие помнят китайские недорогие рамные пикапы, которые продавались у нас во второй половине 2000-х годов. Почти все эти машины уже умерли своей смертью в силу плохого качества металла и покраски кузова. А сейчас ситуация значительно изменилась. Но стали ли китайские марки долговечными? Но это все покажет время. Качество изготовления и окраски кузовов – эта операция для ряда российских марок уже производится в России, и за последние десятилетия ситуация улучшилась. Так, в последние годы на конвейеры поставляются оцинкованные кузовные элементы. А что же касается наличия запчастей в продаже и возможности подбора их, это пока проблема остается. Основная трудность – то, что в традициях китайского автопрома постоянно менять конфигурацию автомобилей на конвейере, а учет этих изменений не ведется. Из-за этого подобрать запчасть по ВИН-номеру с первого раза практически невозможно. Такого положения, как с европейцами или американцами, когда можно спокойно заказать запчасть по ВИН, и она придет, и наверняка будет той, которая нужна, с китайскими марками нет. Кроме того, уже сейчас на российском рынке официально присутствует чуть менее 40 китайских автобрендов. А какие из них сохранятся, а какие смогут свернуть свою деятельность, и тогда, кстати, и возникнут проблемы с запчастями, пока не ясно. Китайским автопроизводителям свойственно отношение к автомобилю как к бытовой технике. И не зря одним из основных потребителей китайских автомобилей сейчас стали обезличенные такси и каршеринг. Они индивидуального подхода не требуют и эмоциональной связи с водителем не дают. Были бы моторы, неважно какой, 4 колеса, вот, собственно, времена истинных водителей, кажется, действительно проходят. И, кстати, под последнее утверждение отлично вписывается недавно показанный в Москве автомобиль марки Xiaomi. IT-гигант Xiaomi объявил о старте продаж своего первого электромобиля под названием SU7 28 марта 2024 года. Интерес к этой новинке сразу же приобрел взрывной характер. Как только за первые 4 минуты с момента объявления начала продаж фирма, известная в первую очередь как производитель смартфонов, получила аж 10 тысяч заказов, а за 27 минут их количество возросло до 50 тысяч. И более того, настоящие живые очереди сформировались у точек продаж этого автомобиля.
А в России Xiaomi SU7 уже собирает предзаказы. А теперь мы знаем по именам и Geely, и Cherry, и Exide, и Amode, и Haval, или же Havail, и прочие марки из Поднебесной. Знаем, чем они отличаются друг от друга. Чем лучше или хуже друг друга. Безусловно, тот факт, что за 2022 год Россию покинуло 46 автомобильных брендов, сыграл на руку автомобильным производителям из Поднебесной. Но будет крайне несправедливо утверждать, что это единственная причина их нынешней популярности. Основные известные почти каждому человеку западные японские компании появились в середине прошлого века, а даже некоторые и в позапрошлом веке. Они прокладывали путь в мире автомобильной индустрии, разрабатывали новые технологии, менялись, совершенствовались и нередко оступались, банкротились, возрождались и взлетали. Несмотря на тот факт, что некоторые китайские компании насчитывают десятки лет своей истории, их путь крайне иной. Рост автомобильной промышленности в Китае напрямую был связан с процветающей экономикой страны. Одни компании начинали с лицензионной сборки устаревших японских и европейских моделей, а другие собирали без всякой лицензии. Количество начало переходить в качество с активной инвестиции западных автомобильных компаний на китайский рынок, что привело к росту конкуренции и благоприятно повлияло на ситуацию с плагиатом информационной собственности. Еще в 2018 году в Китае отсутствовали законы, которые запрещали производить иностранные модели без лицензии. Местные производители успешно этим пользовались и не стеснялись подделывать один к одному успешные европейские, американские, корейские и японские модели. И на дорогах страны сплошь и рядом встречались копии Кайенов, X5 и других моделей. А прецедентом стал поданный в 2016 году иск от компании Jaguar Land Rover в суд Пекинского района Чаоян на компанию Langwind за откровенно срисованный с Range Rover Evoque кроссовер X7. И спустя 3 года судебный процесс закончился в пользу британцев. Этот случай стал первым, когда местный суд поддержал иностранную компанию. И будем честны, в бюджетном сегменте покупателю во всем мире совершенно не важно отсутствие длинной, богатой и романтичной истории за плечами компании. Здесь главное соотношение цены с оснащением и достойное качество. Нужна ли история для оценки качества? Нет, ведь китайские концерны покупают моторы, коробки, платформы у фирм, которые уже хорошо себя зарекомендовали. А любителям электрокаров и техногикам тоже по большей части все равно, рисовал ли основатель компании палкой на песке очертания своего первого автомобиля, как это делали Моррис и Спенсер Уилкс, которые основали Land Rover в 1947 году на Уэльском пляже. Им же важны технологические новшества передовых специалистов в своей области. Мощнейшие электромоторы, колоссальный запас хода, современный набор гаджетов в салоне с примочками вроде автопилота. А с этим китайцы сегодня справляются вполне успешно и ежемесячно представляют все новые и новые электрокары. А вот мне понравился этот кроссовер. Хоть немецкие леопарды и смогли добраться до России не в очень парадном виде, то, например, китайский леопард можно даже купить. А из крупных китайских концернов лишь BYD пока не решился начать официальные поставки своих автомобилей в Россию. Но это не мешает его моделям добраться до нас по параллельному импорту. Вот, например, гибридный рамник Fang Chengbao Leopard 5, и он очень похож на новый Toyota Land Cruiser Prado. Интересно, сможет ли он стать заменой нетленному хиту в России? Ну а в переводе с латинизированного китайского на русский Fang Chengbao обозначает формулу леопарда или же уравнение леопарда. А в перспективе бренд Fang Chengbao станет глобальным, но пока представлен он только в Китае. Ну что ж, можно только гадать, каким будет автопарк в России через пару-тройку лет. Но уже понятно одно, что с одной только ладой мы не останемся. И надеюсь, вам понравилось мое видео, а если это так, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И подписывайтесь на меня на Бусти, ссылочка будет в описании. До новых встреч, пока-пока. А еще у меня есть второй канал, где я собираю модели.